Основные программы по анахате, там где мы идем по внутреннему строению, все они основаны на двуличии, на лицемерии. То есть человек заявляет одно, но в данном случае думает и действует немного по-другому. И тем или иным образом это проявляется в каждой программе. То есть анахата, ее роль. Знать – это знание, как интеллект, но только на уровне подсознания. И находить соответствующие решения. Первый блок вопросов. Знание, точнее, выгодно не знать, потому что тогда можно отмораживаться и ничего не делать. Да? Второй блок силовых – это программы, чтобы человек мог эффективно думать, должны быть соответствующие условия. Покой, свет, тогда ты действуешь. Многие люди прикалываются, берут состояние уныния, что-то там недопоняли или чем-то расстроены, для чего? Ну, я делать не могу, что вы видите, я расстроен. Ну, чтобы делать, лишь бы ничего не делать, как бы что-то такое придумать. И третий по способностям аналогично. Чтобы способности не применять и не напрягаться, нужно сказать, что у меня их нет, смысл понятен. По знаниям. Да, это стремление анахата, да, примерно такое же, как у интеллекта. Знание, познание. Не знаю, сжигаю дотла. Да, то есть это глупейшая программа. Не могу, знайства быть не должно. Если это сфера твоей ответственности, если это твоя судьба, это твой интерес, твоя боль, ты полный неумный человек, если ты не знаешь и не ищешь ответа на эти вопросы. Значит, тебе это не нужно. Если ты не знаешь, не ищешь ответы, ты не ищешь возможность, что сделать, чтобы получить желаемый приз, тебе это не нужно. Тебя устраивает болячки, бедность и нытье. Понятно, что не нужно знать все, но ваши цели, ваши основные призы, ваши основные ценности, вы обязаны это знать. Да, если вы это не познаете, то грош цена вашим целям, они вам не нужны, вы притворяетесь. Если вам облом даже понять, о чем, собственно, речь. Почему человек не понимает? Ну, или он глуп, что маловероятно, если он попал на занятия по эзотерике. Ну, такого не бывает. Или в данном случае есть проблема, а напротив, и у человека нет желания эту проблему, внутреннюю преграду преодолевать. Да? Он ее не хочет преодолевать. Он не хочет решать задачу. Туда же, в эту же копилку, да, во многих случаях человек сам себя настраивает, почему он не может понять. Да, там кому-то повезло, кто-то родился гениальным, а я вот здесь вот нахожусь, условия не те, нос не тот, картинка в зеркале не та, не дано. Что попало? Слишком рано, слишком поздно, чего-то много, чего-то мало. Все это бред, это все оправдание, ничего другого. Тебе нужно, берешь и делаешь. В зависимости от талантов ты получишь желаемый приз или раньше, или чуть позже. Но если ты настойчив, ты его получишь. А все остальное люди придумали, чтобы жаловаться на жизнь и ничего не делать. Следующее. Не хочу знать. Чем отличается человек убогий и человек нормальный, достойный, вменяемый, рациональный? Да, рациональный человек. У него есть ответственность. Твой внутренний мир, твоя судьба должны быть классными. Ты решаешь все задачи, чтобы прийти к этой цели. Да, твоя задача в своей жизни как можно больше успеть, чтобы получить как можно больше призов, внутренних и внешних. Да, что-то нужно, познаю, делаю, изменяю. Нужен результат, делаю все необходимое, выполняю все условия для результата. Человек неадекватный, бесперспективный, глуповатый и все остальное, нехороший. Я хочу или не хочу стоит на первом месте, не интересует результат. Не ответственность перед Богом, перед своей душой, перед судьбой, перед близкими, перед семьей. Вот ответственность отсутствует. Вот я не хочу, это аргумент. Или хочу сейчас поваляться, ничего не делать, это аргумент. Вот что говорит подсознание, это аргумент. Ответственность всех видов, да, цели, призы, результаты, это не аргумент. Есть вот такая большая система оправдания. Да? Поэтому, если это нужно для результата, для судьбы, для развития, по закону нужно и все остальное, для кармических задач, то ты обязан все это сделать. Тяжело, легко, ты обязан. Следующая программа аналогичная. Не могу понять. Не, я хочу, я понимаю, что правильно быть умным, все остальное. Ну, не могу понять. Опять же, кому необходимо, тот действует и получает результаты. Да, если человеку нужно, он действует. Да, а если ему не нужно,
Он просто играет. Он рассказывает, почему ему облом вложить усилия, почему ему тяжело понять. Ну, в любом случае, результат это что? Объем, качество вложенных усилий. Тебе сложнее, ничего страшного. Не попрощайся с проблемой в этой жизни, она тебя будет преследовать все твои последующие воплощения. Лучше попрощайся в этой жизни, лучше сегодня, чем через 10 лет. Игнорирование интуиции. Суть в чем? Да? Анахата на уровне подсознания выполняет такую же функцию во многом, как и интеллект. Да, она обрабатывает информацию, все чакры информацию дают, да, на основе целевых установок, поставленных задач, она эту информацию обрабатывает и периодически выдает готовые ответы, скажем, таблица Менделеева или там многие открытия, они совершались так. Опа, я понял. Не просто оно на голову упало, да, эта информация варилась. Но суть в чем? Если вы не ставите своему подсознанию задачи, и вы не хотите получать ответы, то эта функция атрофируется, как рука в гипсе. Да? Сознание теряет способность вам помогать. Следующий блок вопросов – условия. То есть задача анахаты что? Находить правильные ответы, да? Обладать знаниями, на их основе находить правильные ответы и давать интеллекту. Да, вот есть такой-то вариант. Да, вот, хорошо. Да. Для того, чтобы мышление работало, должны быть созданы определенные условия. Ну, предположим, если человек бьется в истерике, какие там ответы? Ну, не в истерике, просто в унынии или в нюнях весь. Какие ответы? Программа есть, что нужно? Ныть и разрушаться. Да, чтобы человек мог думать, он должен перейти в спокойное, позитивное состояние. Да, когда его чмошки не терзают, да, покой что? Негативные программы отключены. Да, позитив что такое? Решения существуют, дорогу исцелит идущий. Это классный процесс, шикарный процесс. Да если ты человек, значит ты мыслящий, думающий. От меня не зависит, как я могу радоваться, когда вокруг плохо. Ты, пожалуйста, определись. Или ты ответственный человек, взрослый, ты отвечаешь за состояние своей души. Да? Или ты отдал управление окружающему миру. Да, с решением. Если кто-то наступит на ключи от твоей души, значит будет больно. Если ты ответственный, ты, пожалуйста, да, держи управление у себя. Да? Хорошо, дальше. Зависимость сжигают дотла, в данном случае это опять же обоснование, чтобы не думать, не делать, ничего к лучшему не изменять. Почему? Ну вы же знаете, какие у меня родители, вы знаете, какое у меня начале, знаете, какие у меня дети, знаете, какое у меня там 1, 2, 5. Если ты взрослый, умный, ответственный, пожалуйста, выполни все условия, чтобы получить ценный приз. Да, а если ты отгораживаешься от выполнения условий, прячешься за кого-то, тебе это не нужно. Скажи себе правду. Тебе оно не нужно. Нелогичность сжигают дотла. Чтобы решить любую задачу, да, конечно, нужно выстроить логическую цепочку, по ней пройти. Она может быть достаточно длинная, или более короткая, или достаточно длинная. Там бизнес-план, длинная цепочка. Да, иногда несколько месяцев, чтобы дойти из пункта А в пункт Б. Да? Но если ты хочешь получить результат, все, ты следуешь логике, все остальное прочее. Многие люди, они вот логическую нить не выдерживают. Они ее рвут на каждом шагу. Я эмоциональная дама, предположим. Шаг вправо, шаг влево, вперед, назад. И непонятно, о чем человек говорит и куда он идет. Да, если ты хочешь достигать каких-то результатов, ты должен учиться выдерживать вот логические связи. Дойти по цепочке, пока не получишь результат. Ага, понятно. О, вижу, где нахожусь, вижу цель, и понятно, что нужно сделать для результата. Да? Тогда вот логика позволяет находить ответы.